Я увидел нечто удивительное, что никогда прежде не видел. Скажу сразу, не буду тянуть, это осетр. Самый ответственный момент для мужчины пройден. Но для начала я покажу вам огромную медузу. Наверняка у вас поступает справедливый вопрос: а нафига ловить эту мелочь? И я отвечу: сегодня мы опять прогуливались, как всегда, по набережной Азовского моря. И я увидел нечто удивительное, что никогда прежде не видел. Скажу сразу, не буду тянуть, это осетр. Прежде чем мы начнем, небольшой анонс. Всем привет! Прежде чем вы увидите видео про осетра, небольшой дисклеймер. Это видео будет состоять из 3 совершенно не связанных между собой эпизодов. А почему именно так? Я написал об этом подробно в описании. И да, для удобства я поставил тайм-коды, но я буду рад, если вы посмотрите это видео полностью. Всем спасибо за внимание. Но для начала я покажу вам огромную медузу, огромную в масштабах Азовского моря. Я такую прежде тоже не видел. Вот она с ладонь. Выбросил ее на берег. Вся в песке. Такая достаточно хрупкая. Думаешь ее спасти? Щух. Тут их, кстати, 2. Вот, буквально в 3 метрах от нее другая поменьше. Такая вот она, медуза Азовского моря. Щух. Ну, а теперь перейдем к самому главному герою. Конечно, его выкинуло давно. Больше не буду тянуть. Вот он. Просто сам факт того, что он здесь существует еще, это, конечно, очень маленький. И, конечно, он плавал тут очень давно, потому что, во-первых, интересно, так у него нету ни жабр, ничего. Пузо целое. Может и не целое даже, но вроде пузо целое, то есть икру у него, я не знаю, даже у таких маленьких есть икра или нет. В общем, плавал он давно, и у него уже нету ничего, ни глаз, и воняет очень дико. Но вот он, все-таки он есть, и выглядит он примерно вот так. Я такое вижу здесь первый раз. Удивительно и интересно. Ну и, конечно, этого осетра, в отличие от медуз, мы спасать не будем. Ну, на самом деле, медузу тоже было уже бессмысленно, мне кажется, спасать. Ну, этому осетру уж точно уже ничего не поможет. Конечно, в этом году, хоть мы были на юге, погодка по сравнению с Москвой была прекрасная, но все равно это была самая холодная весна за 60 лет. И уже под конец карантина, когда мы собираемся уезжать, я намереваюсь искупаться, потому что наконец-то вроде это можно. Погнали! Вода теплая. Самый ответственный момент для мужчины пройден. И я захожу. Волна идет. Волна ушла. И я на вот эту. А сейчас я вам немного расскажу об азовском бычке. Бычок-травяник попался. Живет он среди растительности. Отсюда и такая камуфляжная расцветка. Этого бычка из-за его окраски местные называют кочегар. Это песчаник. С такой окраской он прекрасно маскируется на песчаном дне. Наверняка у вас поступает справедливый вопрос: а нафига ловить эту мелочь? И я отвечу:
Во-первых, из них делают вот такие вот котлеты, которые закатывают в банку. И во-вторых, делают вот такие вот консервы. Консервы, кстати, вы можете купить и в магазине. А также их перекручивают и добавляют в корм для птицы. От этого они растут в разы быстрее. Ну, естественно, покормить кошку. Ну или просто пожарить. В общем, к сожалению, карантин подходит к концу, и нам пора уезжать. Спасибо всем за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!